Всем здорово, ребят, с вами снова я, Кэсли. А в этом видеоролике мы с вами порассуждаем, почему в интернете любят мультяшное насилие, с чего все началось и почему из детских произведений делают всякую жуткую хрень. Присаживайтесь поудобнее, наводите чай, ну а мы начинаем. Давайте поразмыслим насчет того, с чего вообще все началось. Как ни странно, самым популярным мультом с огромным количеством насилия является небезызвестный Том и Джерри. Мультсериал про кота и мышь, где один пытается поймать другого, но из раза в раз мышь одерживает победу. Но как он обрел такую популярность и почему там было столько насилия? В конце 30-х годов анимационная студия MGM искала способ конкурировать с успехом Диснея. В 1937 году в студию пришел Джозеф Барбера, а его напарником стал Уильям Ханна. Их руководитель Фред Куимби хотел создать более свободные и динамичные мультфильмы по сравнению с диснеевскими. Одна история другой просто. Про говно, про какую-то хуйню, малафью. Что ты несешь-то вообще? Честно понимаю этого мужика, потому что политика Диснея меня всегда бесила. О мире во всем мире и нет насилию. Их первой совместной работой стала короткометражка Paz Gets Reboot. Изначально это не планировалось как сериал. Это был просто эксперимент, где кот гонялся за мышонком. Тогда его звали Джаспер. Но мульт оказался настолько успешным и получил номинацию на Оскар, что студия заказала продолжение, а самих персонажей переименовали в Тома и Джерри. На самом деле насилие в Томе и Джерри — это осознанный художественный прием, который как раз и сделал мультфильм культовым. Главная идея простая: маленький не значит слабый. Джерри почти всегда выходит победителем, потому что он хитрее. Как говорил сам Уильям Ханна, в жизни большие часто обижают маленьких, а нам хотелось сделать наоборот. И главный парадокс в том, что при всей этой дичи в классических сериях нет ни капли крови. Герои не умирают по-настоящему. Джозеф Барбера говорил: Том никогда не убивал Джерри, и наоборот. Они существуют ради друг друга, как бы по-гейски это ни звучало. Это не война, а вечная игра. И по сути это идеальный тренажер для детской психики. Мы видим насилие, но оно абсолютно безопасное, потому что последствий нету. Но спустя время людям перестало нравиться смотреть на обычное мультяшное насилие. Хотелось что-то более реалистичное и еще более смелое. В конце 90-х годов небольшой анимационной студии Mondo Media, основанной в 1988 году Джоном Эвершедом и Дредой О'Мелли, поступил заказ от клиента. Требовалось создать короткий, очень жестокий мультфильм в рамках рекламной кампании. Кен Навара, один из будущих создателей Happy Tree Friends, вспоминал: клиент пришел и попросил сделать нечто вроде Ичен Скретча и Симпсонов. Им было все равно, как это будет выглядеть. Главное, чтобы это был жестокий мультфильм. Ичен Скретчи, в свою очередь, были прямой пародией на Тома и Джерри, гипертрофированной версией того самого слэпстика, доведенной до абсурда. Навара и его коллеги Обри Анкрум и Род Монтихо начали работу. Монтихо нарисовал на маленьком клочке бумаги желтого зайчика и подписал: Resistance is futile. Сопротивление бесполезно. Данный рисунок позже стал прообразом персонажа Кадлса. В мае 1999 года они выпустили пилотный мультфильм Банджо Френзи, где динозавр разбивает банджо о головы зверьков, убивая их. Это был прототип будущего сериала. Идея оказалась настолько удачной, что Mondo Media запустила сериал Happy Tree Friends, который дебютировал в интернете 24 декабря 1999 года. Mondo Media сделала ставку на новые медиа, обойдя традиционных телевизионных привратников. Телевизионные каналы — это слишком строгие цензоры, которые оставляют за дверью полные таланта работы. Новые медиа открыли путь для таких студий, как наша. Результатом стало более 10 миллиардов просмотров в интернете, адаптация в ТВ-сериал на Adult Swim и MTV, 7 премий Ananti Ottawa Animation Festival, видеоигры, официальный мерч и глобальная франшиза. Иронией судьбы стало то, что начиналось как реалистичный ответ мультяшному насилию, само столкнулось с цензурой. В 2008 году Роскомнадзор признал Happy Tree Friends мультфильмом, пропагандирующим культ насилия и жестокости, наносящим ущерб здоровью и нравственному развитию ребенка. После чего мультсериал был снят с эфира телеканала «Дважды два». В 2021 году блокировки продолжились. Под запрет попал даже официальный сайт Mondo Media. Прикол в том, что Том и Джерри с их безопасным насилием остаются в эфире до сих пор на каком-нибудь СТС. А Happy Tree Friends, который показал настоящую цену этого насилия, оказался под запретом. Но именно из-за Happy Tree Friends пошел культ мультов, где яркие и милые зверушки из серии в серию подыхают и происходит кровавое месиво. Яркий тому пример — Pretty Blood. Даже спорить не надо, что тут было явное вдохновление ХТФ.
Мистер Дэви, аниматор, который стал известен благодаря эпатажным анимациям Smile HD и Cupcakes по My Little Pony. Аккаунт на YouTube завел 14 ноября 2011 года и в тот же день выложил первый ролик. Легенда гласит, что он работал аниматором в Hasbro. Представляете, тот самый парень, который рисовал милых пони для детей, потом пошел на YouTube и создал вот это. Правда это или нет, неизвестно, но позже он эти данные из описания канала убрал. Вместо них там сейчас красуется фраза «Приготовьтесь к тому, что ваш мозг взорвется». Хотя от этих анимаций вы захотите скорее проблеваться. Взять те же панкейки из Rainbow Dash, или клип, где Пинки без причины дубасит до смерти всех своих друзей. Зрелище жуткое. Представьте увидеть это, будучи ребенком. 8 февраля 2016 года Hasbro подала жалобу на нарушение авторских прав. И с YouTube убрали почти все его пародийные анимации по MLP. Правда, некоторые ролики ненадолго вернули, но к 26 марта 2016 года практически все они снова исчезли. Спасибо перезаливщикам за то, что на YouTube анимации Дэви спокойно красуются. Мистер Дэви мило травмирует целое поколение и убегает. Ребята, если Hasbro зарегистрирует на это авторские права, значит это компания Hasbro подала на него в суд. Но теперь это канон, что Пинки Пай психопатка-убийца, а Дебби раздавила голову наковальней. Его фишка была в самом контрасте. Идеально точная рисовка, как в оригинальном мультсериале, и абсолютно не детское жестокое содержание. Это диссонанс и шокировал, и привлекал внимание одновременно. Он сам описывал свои работы как жизнерадостные. То бишь приколист он от бога, как вы поняли. Плюсом мистер Дэви творил в период расцвета бронекультуры. Фанатов My Little Pony начала 10-х годов. В то время сообщество было огромным, разношерстным и активно создавало взрослый контент по детскому сериалу. От трогательных комиксов до мрачных фанфиков вроде Cupcakes и Rainbow Factory. Скорее всего, это и понравилось людям. Яркий контраст между няшными персонажами и огромным количеством крови и насилия. Лишь бы детишкам нервы пощекотать. Казалось бы, столько успешных проектов, где насилие это главная фишка. Но куда они пропали? Том и Джерри в том виде, в котором его создали Ханна и Барбера, давно закончился в 1967 году. Ситуация с ХТФ вообще непонятная. Вроде серии выходит, но крайне редко. Последняя на данный момент вообще чисто для спонсоров вышла. А аниматоры из Hasbro не выходят на связь уже кучу лет. Ну должны же быть какие-то новые проекты, у которых тоже есть яйца. В принципе, можно отнести проекты студии Glitch, к примеру, Цифровой цирк. Потому что они являются инди-студией, цензура им никакая не грозит, ну кроме ютубовской. Хотя насилие там без крови и персонажи даже не чувствуют боли по канону, поэтому назвать это наследием тех старых мультов можно с большой, как манга Кобякова, натяжкой. Да и в целом конвейер страшных и кровавых мультов давно уже прошел. Сегодня особо никого не впечатлишь тем же ХТФ, потому что это уже классика, это все знают. И новыми проектами нервы не пощекочешь, потому что видали и хуже. Так есть ли шанс сделать мульт, где главная фишка это насилие и чтобы это было интересно? Нет и еще раз нет. Сегодня зрителям не надо ничего больше, чем просто качественный и логичный мульт. Люди смотрели Тома и Джерри и ХТФ, потому что это было в новинку, но теперь уже все закаленные. Я уверен, что в утробе матери младенец уже знает наизусть всех персонажей из ХТФ по именам. Да и думаю, что зрители и так устали от всей жизни, что происходит за последние лет 6. И им не надо крови. Они ищут больше спокойствия и умиротворения. Спасибо большое за просмотр. Если хотите поддержать меня, то пожалуйста, мой линк всегда открыт. Всем удачи и всем пока.